Сегодняшний влог начинается очень необычно. 12 часов ночи, мы едем в Гурзуф. Это 15 минут второго, мы в Гурзуфе. Меня, скорее всего, ни хрена не видно. У нас две задачи. Задача номер один – не огрести пи***лей. Задача номер два – найти место, где весело. Мы нашли, где весело. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас 9 утра. Мы зашли в ресторан на берегу моря, чтобы позавтракать. Доброе утро! Доброе утро! Наверное, самое доброе в моей жизни, как минимум, одно из самых это точно. Сегодня ночью мы поехали в Гурзуф. Искупались ночью в море, поспали на пляже, встретили рассвет. Все было просто невероятно круто. Спать на море – охренительно. Засыпать под шум моря – охренительно. Просыпаться под крик чаек – отлично. И пока мы здесь, пока есть время, хочу ответить на несколько ваших вопросов. Вопрос первый. Много спрашивают про недвижимость. Могу рассказать в основном про Симферополь, ну и немного про Крым в целом. Квартиры в аренду в Симферополе стоит от 15 до, соответственно, конечно же, бесконечности. Сука, ладно. От 15 и, наверное, до бесконечности 1000 рублей. Соответственно, однокомнатную квартиру можно снять за 15, 17, 18, 20, 25 тысяч рублей, в зависимости от того, какие у вас потребности. Двухкомнатную можно снять, в принципе, от 20-23, наверное, начиная, и там больше, выше, в зависимости от ремонта и местоположения. Наша квартира, которую мы снимаем, находится практически в самом центре Симферополя. Это пересечение улиц Кирова и Самокиша. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот узнает. Да, можете посмотреть, в общем, по карте, это практически в самом центре города. Она вообще стоит 23, но из-за того, что у моего соседа есть кошка, нам приходится платить 25 тысяч рублей. Поэтому снять квартиру за 20 тысяч реально. Снять квартиру за 25 двухкомнатную, даже за 23 тысячи в центре двухкомнатную реально. Если кто-то рассчитывает на эту сумму и пытается уложиться в этот бюджет, знайте, что это возможно. Проблема с риэлторами. Очень много лживых объявлений. Я уже об этом рассказывал в своем втором видео. Практически ни одному объявлению на Авито нельзя верить. 90% это фальшивка. Вам нужно приехать, снять квартиру на сутки, что гораздо легче. И за эти сутки найти себе риэлтора, который найдет вам реально хороший вариант. Вы сможете походить, посмотреть, повыбирать. Очень рекомендую поступать так. Мы делали именно так. А про то, сколько стоит квартира при покупке, могу совершенно точно сказать одно. На побережье в хороших домах хорошее жилье стоит примерно на уровне московского. Квартиру с хорошим видом где-нибудь в Ялте можно купить, начиная, я думаю, от 5-6 миллионов, но это так еще нужно поискать, и, соответственно, там до 20 и более миллионов рублей. Ну что там дальше? Дальше про работу. Про работу. Работа в Крыму есть. Средняя зарплата в Симферополе, на самом деле, действительно это так, наверное, 15-20 тысяч рублей. Но, есть большое но. Те люди, кто хочет работать, кто готов работать, кто может много работать, не боится этого, и у кого много энергии, и кто умеет хоть что-то делать, всегда заработает здесь 40-50 тысяч рублей как минимум. Это 100%. Сегодня, буквально 2 часа назад, мы случайно пообщались на улице с чуваком, который здесь живет. Он зарабатывает 70 тысяч рублей, работая на каком-то предприятии полупроизводственном, полускладском. Ему предоставляют
жилье, то есть он не платит за жилье совершенно, живет в Гурзуфе на побережье, зарабатывает 70 тысяч рублей и не парится. И таких примеров масса, просто огромное количество. И на собственном примере могу сказать, не уверен, наверное, не могу говорить свою зарплату, озвучивать, но она больше, чем 15 и 20 тысяч рублей, как минимум. Лично я верю в то, что можно создавать рабочие места здесь самому. Алло? Те, кто полны идей, те, у кого есть коммерческая жилка, даже, может быть, те, у кого нет этой коммерческой жилки, могут приезжать сюда, открывать компанию, делать хороший сервис, потому что здесь уровень сервиса, ну, такой себе, я об этом рассказывал в одном из влогов, наверное, здесь, или здесь, или вот здесь. Можно приехать, открыть компанию, придумать хотя бы что-то немного новое и чувствовать себя здесь прекрасно, чувствовать себя отлично. Далее. Интернет. Мы пользуемся провайдером, который называется Крымтелеком. Платим 500 рублей в месяц, и скорость у нас, ну, что-то порядка 60 мегабит в секунду. Пока еще не было ни одного сбоя, все отлично работает.